Чем затереть швы после кладки керамической плитки? Что выбрать, эпоксидную или цементную затирку? Плюсы и минусы эпоксидной затирки. И почему так важно вовремя и правильно смыть эпоксидную затирку? Обо всем этом в нашем новом видео. Друзья, вы на канале Money. Здесь все про свой дом, строительство и ремонт и загородную жизнь. Жмите на ракету, пишите ваши комментарии, поддерживайте наш канал вашими реакциями. И, конечно же, отправляйте это видео вашим друзьям и знакомым. Всем тем, кто тоже мечтает или уже строит свой дом. Ребята, всем привет! Мы сегодня с вами поговорим о затирках, какие они бывают, как они наносятся, плюсы и минусы этих затирок. Основное, пожалуй, с чего мы начнем, какие они бывают. Затирка у нас бывает эпоксидная и затирка у нас бывает цементная. Вот у меня в руках две баночки разных типов затирок. Одна баночка у нас цементная затирка, вторая баночка у нас эпоксидная затирка. Ну и давайте теперь мы с вами поговорим о них подробнее. И я попробую вам рассказать на примере своего опыта, через что мы прошли, как мы поработали с цементной затиркой, как мы поработали с эпоксидной затиркой, да и вообще, что они из себя представляют. Итак, пожалуй, мы начнем. Для того, чтобы работать, необходимы нам, конечно же, перчатки. Итак, начинаем мы с вами с цементной затирки. Что она из себя представляет? Это обычный сухой порошок, который разбавляется водой. Сейчас чуть позже я и баночку открою, покажу содержимое внутри. Что нам необходимо? Это резиновый шпатель, собственно, которым мы выполняем затирку швов. Очень удобно, кстати, пользоваться резиновым шпателем такого формата. Второе – это губка, которая не оставляет после себя никаких остаточных элементов. Ну и, конечно же, ведро с водой. Я не стал набирать сюда воды, но я показываю вам минимальный набор необходимых инструментов, которые нам потребуются для работы с цементной затиркой. Ну и так, давайте мы заглянем вовнутрь банки и посмотрим, что же из себя представляет затирка цементная. Собственно, это обычный сухой порошок, который разбавляется водой до необходимой консистенции, приблизительно, чтобы она была похожа на зубную пасту. Работать с таким типом затирок очень легко. Это просто. Ты ее спокойненько развел водичкой до нужной консистенции, выполнил затирку, смыл. Через пару дней швы прекрасно встали, и их уже можно эксплуатировать как вам удобно. Плюсы этой затирки в том, что максимально просто наносится раствор. Наносить этот раствор может даже новичок. Ну и давайте мы про минусы поговорим этой затирочки. Соответственно, затирка такого формата имеет определенную пористость, как, к примеру, если посмотреть под микроскопом, шоколадка Виспа. Она такая пузырчатая, она всегда матовая, рыхлая, с вкраплениями воздуха. Так вот, если мы, к примеру, берем санузел и не защищаем верхний шов какими-то специальными растворами для того, чтобы уменьшить проникновение воды, то спустя какое-то время, как мы, правило, видим, такие швы, они начинают темнеть, плесневеть, чернеть, ну и, в общем, все, что связано с такой, можно сказать, усталостью шва. Ну и так, пожалуй, мы подбираемся к нашему второму кандидату набора необходимых инструментов. Конечно же, это малярный скотч для того, чтобы ограничивать необходимый периметр работы. Дальше, понятное дело, сама эпоксидка, которая состоит из компонента А и компонента Б.
Дальше нам потребуются с вами портативные весы с точностью до желательно 1 грамма для того, чтобы подготавливать раствор. Дальше нам потребуется емкость, где мы будем замешивать эти компоненты, шпатели, которыми мы будем работать. Нам потребуется необходимый раствор для смывки, тряпочки для того, чтобы как раз-таки работать по смывке. Ну и потребуется, конечно же, вода, швабра вот такого формата, для того, чтобы обеспечивать удаление уже растворов, составов после того, как мы поработали специальным смывочным раствором. Давайте поговорим о плюсах и минусах эпоксидной затирки. Пожалуй, начнем с плюсов. Это максимально износостойкий материал, он имеет жидкую структуру, имеет максимальную адгезию, то есть он не впитывает влагу. Этот состав имеет высокую демпфирующую способность. Ну и давайте мы поговорим о минусах этой затирки. Итак, первый минус – это стоимость. Эпоксидная затирка, она практически в 3, а то и в 4 раза может быть дороже, нежели цементная. Для того, чтобы ей работать, необходимо большее количество инструмента, хотя бы какие-то навыки. Ну а в следующем видео я вам буду показывать, как мы затираем эпоксидкой швы здесь, на этом кусочке. Ребята, если это видео было для вас познавательным, интересным и полезным, обязательно нас поддержите, жмите на ракету, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы в комментариях. А мы желаем, чтобы как можно больше людей могли сказать, как же дома хорошо.